Приветствую тебя на меловом. Сегодня у нас будет хруст и описание. Это глина уральская титан. Сейчас я вам покажу, как все эти четыре глины выглядят изблизи. Сначала я их назову уральская титан, дымка, уральская желтая и глина корешок. Две новинки по башкирским глинам. Решил вам, так сказать, разницу сблизи показать. Вот это у нас глинка уральская титан. Вот так вот вау она выглядит. Это у нас глинка дымка. Тоже выглядит суперски. Теперь уральская стандартная желтая глинка. Ну и, собственно говоря, глинка корешок. Давайте начнем с небольшого хруста уральской титан. Не берется фокус. Немножко похрустели. Просто одна из моих самых любимых глин. Наверное, даже самая любимая. В описании она не нуждается, потому что описание на нее уже было. Я очень рад, что эта глинка появилась у меня в ассортименте, потому что по заказам, ну, наверное, скоро, может быть, даже количество по стандартной уральской желтой подойдет. Очень полюбилась эта глинка любителям уральской, потому что хруст, конечно, у нее вау. Ну и цвет довольно интересный, потому что попадаются розовые красноватые кусочки. В предыдущем ролике, кстати, мне сказали насчет зуба. А что у вас проблемы с зубами из-за мелкой глины начались? Ну, я думаю, если взять, что человек, допустим, полгода не ходил к стоматологу, и взять человека, который и ест мелкую глину, человека, который не ест мелкую глину, да, там как бы не факт, что у такого, как мы, да, будет хуже. Ну, в плане зубов. Поэтому, нет, я не думаю, что это из-за мела или из-за глины. Просто плановый, так скажем, поход к стоматологу был. Давайте перейдем к следующей глине. То я оставлю для СМР ролика отдельного. Итак, глинка у нас дымка. Во-первых, давайте я расскажу вам историю о том, как чистится эта глина. Она сама по себе идет кусочками чуть больше, чем она есть сейчас на самом деле на тарелке у меня, да? Но кусочки эти не сильно больше. То есть ее нереально чистить ножом. Представляете, по одному вот такому кусочку чистить. Это примерно как песчанка. Поэтому способ чистки у нее следующий. Я ее заливал прокипяченной водой. Прям хорошенечко ее промывал. В конечном итоге я ее всю промыл. Воду убрал. Всякие веточки, палочки, как вот в песчанке. Да, вот эта глина в этом плане уникальна и похожа на песчанку. Может, она так чистится. Ну, дальше идем. При расколе после залива воды она колется один в один, как уральская, причем как дымка, так и корешок.
И даже расслаивается она, вот такие вот кусочки, как у уральской, она расслаивается точно так же, как уральская. То есть, опять же, уникальность глины в том, что она довольно сильно похожа еще и на уральскую глину, по крайней мере в этом плане. Далее, что мы имеем? По цвету и виду довольно сильно похожа на Туркестан. Ну, та красноватая, а вот это довольно сильно похоже. По вкусу, не знаю, но в описании у поставщика было написано, что похоже. Давайте будем пробовать. Конкретно данная глина-дымка у нас идет такой, знаете, коричневый цвет. Где-то цвет шоколада попадается, где-то желтоватый есть. В общем, давайте будем пробовать. Можно даже, как вот уральская семечка есть, назвать ее также семечкой. А на этой стороне кушал мел, на этой не кушал. И понять не могу, почему вкус не могу понять. И как только на левой стороне раскусил, сразу вкус раскрылся. У поставщика также было написано, что уникальность этих башкирских глин в том, что на остальные башкирские они вообще не похожи. В плане структуры абсолютно согласен. Вкусненько. Что я могу сказать? Как всегда, полное описание, и для оформления заказов переходите в описание ролика, там вся информация указана по данной глине. Про уникальность по очистке я сказал. Далее, по структуре. Ты ее откусываешь, но она так средне откусывается. Вообще никакого залипания при этом мне нет. Чем-то, кстати, по структуре вот в этом плане она напоминает уральскую. Не Туркестан, что-то другое, вот именно уральскую, без залипания. По вкусу. По вкусу довольно очень насыщенное послевкусие, такое пыльное. Причем не меловое, а вот ближе наоборот именно глиняное какое-то пыльное послевкусие. Немножко вот уловилось вот этот вот привкус Туркестана, но не Астаны. Хотел сначала сказать Астаны, но в Астане все-таки довольно сильное меловое, вот это пыльное послевкусие. Здесь же нет. И какого-то чего-то постороннего дополнительного я здесь не почувствовал. Еще знаете, какой интересный факт? Ой, когда я ее залил и промочил водой, у нее запах сначала, вот когда только ты заливаешь глину какую-то, он прям насыщенный поднимается. Там был прям вау запах. Потому что, ну, грубо говоря, вся вот эта вот пыль начала подниматься, и запах восхитительный. Но, когда я слил уже воду и поставил ее на просушку, мне не понравилось, как она пахнет. Ну, вот какой-то запах в замоченном виде у нее был такой странноватый. Я думал, не дай бог, вот я ее буду кушать, и она прям отвратительная будет. А нет, довольно вкусная оказалась. При этом очень мне не понравилось, как она пахла, когда была промочена водой. Ну что, ребят, полное описание вы увидите в описании ролика. По оценке я реально вот не почувствовал чего-то дополнительного, я почувствовал довольно очень сильное глиняное вот это послевкусие. С кем мог сравнить эту глину, сравнил, основные моменты рассказал по оценке, ну, наверное, 7-8 из 10. Оценка ей хорошая была дана, так скажем, потому что структура классная, вкус сам по себе мне тоже понравился. Ну и на вид мне даже понравилась вот эта вот очистка, то, как это происходило. Вот у нас как же, как и песчанка, да? Мы ее не чистим, потому что ее нереально почистить. Там маленькие кусочки, даже если они будут побольше, это ничего не изменит, потому что сам по себе сорт такой мела. И примерно то же самое в этом виде. Конечно, поставщик мне сказал, можно не чистить, употреблять так, но как-то мне этот момент не сильно нравится. Так по факту можно сказать про любую глину.
Поэтому в ассортименте идет все чищено и чистое. Классная глинка. Чем-то она мне Орская что-то напоминает даже. Что-то типа премиума. Оливки. Очень классная. Здесь будто бы хочет проследиться вкус раскаленных кирпичей. Но вот чего-то не хватает, чтобы он прослеживался. Короче, вау. Давайте далее. Уральская стандартная. Вот этот кусочек у меня плюс-минус месяц лежал просто во влажном виде в мешочке. Поэтому я решил проверить, что с ним будет, когда я его попробую. Давайте посмотрим. Обычно смесь какой-то глины с другой глиной или мела с глиной получается вау. Но не в данном случае. Какой-то привкус не очень хороший появился от того, что эти две глины сейчас во рту смешались. Сейчас надо рот, короче, прополоскать секунду, потому что мне важно было понять именно этот кусок. Так бы я ничего не понял. Еще раз. Какая-то такая уникальная глина в этом плане. Сколько бы ты ее в чем-то не держал, насколько бы насыщенный запах какой-то пресности, да даже плесени, пусть будет так, будет в ней, после просушки все из нее исчезает. Поэтому какой-то такой момент. Далее, это в принципе такой же кусочек, но стандартный просто по уральской глине. А вот этот кусочек пришел от нового поставщика, то есть место добычи разное. Ближе вам решил вот эти самые кусочки показать. Вот так вот выглядит этот маленький кусочек. Вот это вот новое поступление уже из другого места, нестандартного. Все-таки отличия имеются. Вот как выглядит это. И вот стандартная Уралка. То есть здесь такой однотонный желтый цвет. А здесь и красноватый присутствует, и голубой слой есть. Ну, в общем, интересная довольно глинка. И в чем суть? Ну, вы на ролике уже это увидели. Хочу еще по вкусу сравнить, будут они разниться или нет, потому что по цвету прям хорошо разнятся. Это у нас желтая, оранжевая, синяя, а это чисто желтая. Давайте пробовать. Нет, сначала вот этот кусочек, чтобы сравнить его с маленьким. Этот будто бы повкуснее. Этот не так сильно понравился. Ну, возможно, разница в чем-то имеется. И сильно пересушилась на солнышке. Давайте сравним с этой. Секунду. Овсянка. Кайф. Если песчанка в мелу для меня это 10 из 10, а уральская в глинах это 10 из 10. Если взять их вместе, то песчанка это 20 из 10, а уральская также 10 из 10. Но вот настолько я больше люблю мел. Сейчас даже откусил вот песчанку. Прям сразу какой кайф. Здесь как бы откусываешь, нету такого как бы прям вау кайфа. Но, опять же, если сравниваем с другими глинами, то, конечно, она мне нравится больше всех.
Да, в принципе, нету разницы. По вкусу абсолютно одинаковые. Ну так, различия есть в плане цвета. Собственно, вся разница. Ну и уральская глина также семечко. То есть расколотая с помощью водной колки. Здесь вкус немножко другой. Вкус сырости присутствует. Не до конца досохло. Песчаночка. Песчанку водой запивать. Это вообще кайф. Ну что, давайте последний момент вам сейчас покажу по уральской мелу. И переходим сразу к глине корешок. Вот у нас уральская, чтобы вы понимали, она всегда, абсолютно всегда приходит с этими черными точками. Посмотрите, всегда уральская приходила такая, не в зависимости от того, у какого поставщика вы заказываете. Чистый он, не чистый, но вот всегда уральская приходила такая. Теперь покажу вам мелок. Вот элементарно, посмотрите, есть ли здесь какая-то разница. Вкрапление на уральское какое, вкрапление в мелу какое. Ну не вкрапление, а вот эти точки. Поэтому, ребят, ну я не знаю, что здесь еще вам сказать. Как бы каждый сделает свои выводы сам, но извините меня, одно и то же абсолютно. Данная глинка довольно сильно отличается, во-первых, от предыдущей башкирской глины дымка. Отличается этот корешок тем, что, во-первых, это, конечно, цвет. То есть там цвет такой коричневый, где-то такой шоколадный цвет. И здесь она чисто краснехонькая, красная глинка. Чем она еще отличается от предыдущей, это тем, что, помните, я вот говорил про то, что не понравился мне такой запах у нее специфический какой-то был, когда она после замачивания была. А здесь запах просто цветов каких-то, вот чего-то сладенького, такого послевкусия. Это прям вообще классно пахло. Ну, сейчас этого запаха уже нет. Давайте будем пробовать. По способу ее очистки, потому как она колется, это все то же самое остается. Давайте пробовать. Во-первых, я сейчас был очень рад тому, что эта глина идет маленькими кусочками. А не как, допустим, вот есть там красное, ну не красное сердце, ладно, кирпичик из Орских, еще парочка там красных глин. Они идут прям глыбками, чистить их нереально, колоть нереально. А здесь, конечно, и способ очистки хороший подобрался, и ее не нужно ни колоть, ничего, просто готовая уже. Потому что от большого куска нереально такие глины откусывать, а от маленького самого этого. Хотя, ну, тоже сложновато. Эти глины, вот я правильно сказал, есть что-то похожее из Орских. Допустим, ту я нашел с чем сравнить. Это похоже как по структуре и привкусу на что-то типа кирпичика, так и по структуре похоже на городецкую, по структуре похоже на серебро. То есть такая прям интересненькая глинка. По вкусу. Вот в этой глине я
чувствую вот этот вот привкус именно какой-то кирпичный, раскаленного, возможно, кирпича. Ну, ближе обычного. Наверное, люди, которые смотрят меня сейчас и не едят мел или глину, немножко в шоке. Вкус кирпича, вкус раскаленного кирпича. Вот такую глину я бы не стал на той стороне кусать, потому что там зуб еще не вылечили. Глина вау. Мне кажется, вот как я вот, кстати, у меня появятся скоро глиномелы новые, квадратики, шайбы. 50 на 50 сделаны из мела и уральской. Мне кажется, они вообще вау просто получились, потому что, ну вот, если даже в целом взять, я не знаю, почему раньше у меня их в ассортименте не было. Уральская один из самых популярных продуктов. Как и, допустим, возьмем мел, да? Я решил это соединить, посмотреть, что из этого получится, с учетом того, что там была взята именно меловая прям крошка и очень мелкая уралка. То есть больших кусочков даже не то чтобы больших, но вот видите вот этот кусочек, да? Вот даже вот 1/3 от этого кусочка, даже таких кусочков там не попадется. То есть очень-очень меленькая. Я думаю, получились они вау. Они уже подсохли у меня. На днях буду пробовать и снимать ролик. Так вот такая глина для подобных изделий, мне кажется, тоже бы классно подошла. Или просто ей что-то закусывать. Ну, классненькая. Вкус пытаюсь сейчас разгадать у нее. Нужно было, наверное, описание прочитать. Ну, все-таки та глина уходит у нас там к Туркестанам, к чему-то такому. Эта глинка уходит конкретно к Орским, как по структуре, так и по вкусу, типа кирпичика, городецкой, серебра. Вот на серебро, кстати, больше всего похоже. И следующий момент. Если вы, допустим, раскололи, ну или пришла она вам, да, ну, к примеру, вот такие кусочки в итоге получились, и для вас все равно желательно поменьше, можно еще раз залить водой, она еще меньше станет. Вот такие вот, допустим, кусочки. Прям семечко, как уральской. Кусочки попадаются потверже, попадаются помягче. А еще ее уникальность в том, что в ней есть прожилки, которые вот в уральской попадаются, вот эти вот черные. Здесь они тоже такие присутствуют. Опять же, еще одна схожесть. Немножко такое меловое послевкусие почувствовалось. Ну, в общем, допустим, данная глина для меня, наверное, в районе 8-9 из 10. Вкус у нее вообще классный. Именно меловой какой-то такой, который я люблю. Она без залипания. Обе они без скрипа. Его здесь абсолютно ни в одной глине нету. Прям понравилось. Короче, какой-то такой ролик получился. На следующем ролике будет чистый АСМР с данной уральской глиной. Эти в ассортимент поступили, но в ограниченном количестве, поэтому их обычно просто всегда новинки, неважно это какие, как говорится, на любую глину, на свой вкус и цвет найдется свой любитель. Так и у нас это здесь. И в основном после роликов, когда снимается ролик с описанием какой-либо глины, ее прям хорошо разбирают, как мел, так и глину в принципе одинаково. Поэтому, ребят, кто хочет попробовать, пишите. Ссылочки для заказа в описании ролика. Здесь у нас и с плесенью, типа, который мел лежит. Ладно. Мелком тоже похрустим. Классное сочетание получилось. Сочетание получается корешка и мела.
Оно вкусненькое. Немножко мокрого мела поедим. Ну и потом сухого. В общем, сказать честно, как не понимал мокрый мел, так и не понимаю. Ну вот не понимаю его. Вот так пахнет просто вау. Но когда откусываешь, не понимаю мокрый мел. Ну, откусывать его классно. Мне вот этот момент нравится, процесс. Как минимум, потому что он на вкус и растворение, как халва какая-то. Решил, так сказать, порадовать вас. Очень часто, очень многие просили поесть какую-то пасту, да, в принципе, вот это вот все связанное с чем-то мокрым. В общем, решил все-таки порадовать вас и сделать такой ролик. Пишите в комментариях, чего бы вы хотели увидеть больше всего. То есть это паста, это мокрый мел, либо это вообще все вместе. Я обязательно в ближайший там ролик 2 сделаю это, попробую, засниму, посмотрим вообще, какой будет охват у такого ролика. Ну, а от вас жду мнения в комментариях. Данный ролик мне довольно понравился, я похрустел, в принципе, всем тем, что мне понравилось. Поэтому ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение по поводу ролика, по поводу следующих роликов. Ну и, конечно же, до скорых встреч!